Добрый день, уважаемые зрители и подписчики моего канала. В этом видео мы познакомимся с оборудованием, которое выпускается под брендом Daytowboss или Datowboss. Этот бренд широко представлен на маркетплейсе AliExpress. Под этим брендом выпускается большое количество различного оборудования. В основном оно предназначено для автономного электроснабжения. И конкретно в этом видео мы познакомимся с инвертором под этим брендом. Значит, это у нас инвертор Datowboss, модель у нас TYPSW4000. Купил я его на AliExpress, обошелся он мне в $108, и покупал я его через мобильное приложение AliExpress. Также рекомендую вам использовать при покупках мобильное приложение AliExpress, так как, используя его, можно найти товары по более выгодным ценам. И если вы еще его не скачали, то обязательно установите и используйте для своих покупок. Итак, продолжим. Перед нами этот инвертор. Для тех, кто не знает, инвертор — это устройство, которое предназначено для преобразования постоянного тока в переменный. И, как правило, у нас входом является источником постоянного тока — это аккумуляторные батареи различного типа, а на выходе мы получаем токи напряжения, которые мы обычно используем в обычной городской сети. Подобного плана инвертор мощностью до 4000 Вт удобно использовать для автономного электроснабжения в квартире, в дачном или загородном домике и при выездах куда-нибудь на природу, скажем, на рыбалку или на шашлыки. Конкретно этот инвертор, он у нас мультивольтажный. Это означает, что он может работать с аккумуляторными батареями 12-вольтовыми и также 24-вольтовыми. Причем напряжение аккумуляторной батареи данное устройство определяет автоматически. Это очень удобно, потому что вы можете гибко конфигурировать ваше устройство, вашу автономную сеть. Допустим, если у вас два аккумулятора по 12 вольт, то если нужно, вы можете один использовать, подключить сюда, а второй поставить, допустим, на зарядку или использовать для других целей. А если вам нужна повышенная мощность, то можно соединить последовательно два аккумулятора и получить 24 вольта и, соответственно, большую выходную мощность. Еще раз напомню, что это устройство при 12 вольтах выдает постоянную мощность 1200 и пиковую 2000, а при 24 вольтах входящих мы получаем 2300 Вт постоянную мощность и пиковую до 4000 Вт, что в принципе хватает опять-таки для дома, для загородного домика и для поездок на природу. Что ж, давайте ознакомимся вначале с комплектацией. Значит, в комплектации вы получаете качественную упаковку, картонная упаковка, внутри будет защитный кожух из пенистого материала, то есть устройство хорошо защищено для транспортировки. Также в комплекте входит у нас два силовых кабеля, красный плюс, черный минус, и у нас инструкция, вот она у меня в руках. Также в комплектации входит, собственно говоря, сами крепления, куда мы подключаем наши силовые кабели. Далее, внешний вид. Вот так он выглядит. Приблизительно в длину у нас около 30 сантиметров, в высоту 9 сантиметров, в ширину около 24 сантиметров. Выполнен он в черном корпусе, хотя бывают корпуса и белого цвета. Также мы видим, что верхний кожух — это у нас пластик, жесткий пластик черного цвета, матовый. В верхней части у нас имеются ребристые ребра жесткости, так понимаю, они делают корпус пластик более жестким. По бокам у нас имеются прорези для вентиляции. Раз и два. С задней части мы видим кнопку включения-выключения.
вентилятор с защитной решеткой. Так, мы видим, что вентилятор у нас с подшипником скольжения. Модель JX6025, 12-вольтовый, 0,25 ампер. В принципе, довольно низкомощный вентилятор, что может намекать на то, что он не очень шумный. Вот, можно так предположить. Далее у нас есть два разъема для подсоединения аккумуляторной батареи. Далее мы к ней еще вернемся. Так, с этой стороны у нас имеется, значит, две розетки стандартные европейского типа. Также у нас экран для отображения информации. И имеются у нас разъемы USB, один Type-C, второй классический USB для подключения не очень мощных устройств, как, допустим, светильник, зарядка смартфона, ну, может быть, еще каких-нибудь целей. Далее, значит, у нас нижняя сторона шасси выполнена из металла. Это у нас металл, на который, как видно, надевается, собственно говоря, верхний кожух, который прикреплен вот этими винтами, да. То есть, в принципе, разбирать и обслуживать это устройство будет довольно просто. Нужно просто будет крутить эти винты и снять верхнюю крышку. Так, с этим внешним видом мы разобрались. Ну, выглядит, скажу так, довольно симпатично. То есть, ну, не стыдно его, в принципе, где угодно поставить. Плюс он довольно компактный. Можно его запрятать, быстро вынуть, распаковать. Ну, хорошая штука. Весит до 3,5 килограмм. В принципе, также и не тяжелый. Можно закинуть в автомобиль и везти с собой. Также мы видим, имеется у нас на шасси металлическом ушки для крепления, я так понимаю, к стене, либо к полу, да, чтобы было жесткое крепление. Также у нас везде имеются прорези для вентиляции, что, в принципе, хорошо для уменьшения и лучшего охлаждения самого устройства. Так, далее давайте посмотрим. Здесь у нас крепления. Выполнены они довольно интересно. То есть у нас есть такие колпачки. Раз, снимаем. Кожух пластиковый, чик. И здесь у нас, собственно говоря, уже идет само крепление. Давайте раскрутим. Так, давайте далее я покажу вам это устройство в работе. Для этого мы закрепим. Так, значит, раз. Так. Ну, в принципе, крепление выполняется довольно просто, да. Просто и надежно. Так, минус закрепили. Теперь у нас на очереди плюс. Так. Раз, два. Да. Так, шайба. И закручиваем. Так, ну пока я закручиваю, скажу, что многих интересует вопрос, какой мы получаем ток на выходе переменный, синусоиду, вернее, получаем чистую синусоиду на выходе или аппроксимированную, то я проводил измерения с помощью осциллографа, и здесь чистая синусоида. Для тех, кто не знает, чистая синусоида — это то напряжение, которое мы получаем в обычной городской сети, и оно подходит идеально для любых устройств.
А если у вас аппроксимирована синусоида, то такой вид тока, он не подходит для некоторых устройств. В первую очередь такие устройства, как холодильники, там, пылесосы, разные обогреватели со встроенными насосами. Поэтому для таких устройств желательно иметь чистую синусоиду, и, в принципе, это устройство такую функцию выполняет. Здесь проблем нету, к сожалению, показать вам на самом Осциллографе не могу, потому что на момент съемки видео у меня просто нету его в наличии. Тут придется мне поверить на слово. Так, закрываем. Закрываем. В общем, крепление очень надежное. Тут сюда еще и влага вряд ли попадет. Ну, круто. В этом плане, во-первых, интересно, необычно и не прикольно. Так. Все, значит, мы устройство подготовили. Да, еще перед запуском, давайте я поставлю его в более выгодное положение. Перед запуском еще давайте поговорим о его возможностях. Вот у меня в руках инструкция, что нам предлагает данный инвертор. Значит, 12 вольт, постоянное напряжение, постоянную мощность может выдавать до 1200 ватт, пиковая 2000 ватт, при 24 вольтах значит, мощность 2300 ватт, пиковая 4000 ватт. Выдает вольтаж в диапазоне 220-240 вольт. Эффективность инвертора более или равно 90%, что хороший показатель. Далее работает в диапазоне для 12 вольт 10-15,7 вольт. Для 24 вольтовой батареи диапазон 20-31,5 вольта. При значит, потреблении самого устройства, я так понимаю, менее 5 ватт при 12 вольтах и менее 10 ватт при 24 вольтах. Значит, на выходах USB Type-C и USB обычный мы имеем 5 вольт и ток 2.1 ампер. Также какие у нас есть защитные функции этого устройства. Значит, начинает работать сигнализация, устройство начнет пикать при 10.5 вольта при 12 вольтовой батарее, а при 24 вольтах 21 вольт будет звуковая индикация. Отключение будет происходить при 10 вольтах, ну и 20 соответственно. Максимальный вольтаж 15,7 и соответственно 31,5 вольт выключения. Перегрузка, срабатывание нагрузка более 1200 ватт, либо более 2400 ватт. Значит, температура защиты, если более 80 градусов сработает защита. Защита от короткого замыкания. И, значит, есть у нас здесь звуковое устройство, ну, небольшой бипер, который выдает нам звуковые сигналы. Может работать при температуре от минус 5 до 40 градусов. И, я так понимаю, влажность должна быть менее или равна 90%. Также, если верить надписям, которые есть в инструкции, в самом устройстве есть встроенный предохранитель. То есть, если что-то пойдет не так, то в первую очередь сгорит, выйдет из строя предохранитель. Так, с этим мы разобрались. Теперь давайте перейдем к использованию. Я подключу это устройство к аккумуляторной батарее, подключу нагрузку и посмотрим, как он себя ведет при нагрузке, да, в рабочем режиме. В качестве источника питания у меня будет аккумуляторная батарея. Это у нас литий железофосфатная, 12 вольт, 100 ампер. Так, а в качестве нагрузки мы будем использовать электрический обогреватель. У меня вот уже все подключено, подготовлено. Есть у нас ваттметр. Посмотрим нагрузку, как оно работает. Так, значит, давайте подключим. Так.
Белый у нас минус. Так, начинаем с плюса. Так, плюс зафиксирован. Переходим к минусу. Так. Так. Минус зафиксирован, плюс зафиксирован. Ну что ж, самый ответственный сладкий момент, это давайте его включим, посмотрим, как он будет себя вести при включении. Значит, у нас сзади, помним, выключатель. Итак, мы видим экран. У нас информация на экране какая? Уровень заряда батареи показывает аккумулятора входной. Значит, потребляемая мощность, частота 50 Гц, синусоида, пока что нагрузка нулевая. И выдаваемое напряжение, ну тут переменная, да, в виде показывает постоянно 13,4 и переменная, ну, приблизительно 230 вольт. В общем, экранчик маленький, но очень информативный, очень удобный, в общем, классно, да, в этом смысле все хорошо. И слышали, да, что он включился, завелся, и теперь он в бесшумном режиме вообще не шумит. Теперь давайте подключим нагрузку. Так, нагрузка. Минуту. Так, значит, давайте. Раз. Так, чтобы было удобно. Сделаем. Так. Так, видим. Я включил наш обогреватель, и мы видим, показывает нагрузка приблизительно 480 Вт. Да? Ну, немножко плавает, но приблизительно от 480 до 490 Вт. При этом устройство не шумит, вообще бесшумное. То есть вентилятор не работает. Далее давайте посмотрим, что у нас показывает здесь. Ну, приблизительно показания совпадают. Да? Здесь у нас 474 ватта приблизительно нагрузку показывает. Так, показывает у нас значит, входное 12,7 вольт, выходное 228, ну 230 приблизительно. Работает бесшумно. Я вам скажу, что я его использовал для работы с настольным компьютером. Там нагрузка не превышала 200 Вт и работал где-то в течение 4 часов. И охлаждение, вентилятор включался только, не знаю, ну, наверное, раз минут 20. Да? На некоторое время он включается. Он довольно бесшумный. Вот, ну, то есть в плане тишины очень комфортное устройство. Давайте попробуем еще увеличить нагрузку. И у нас пошло, видите, почти 1000 Вт нагрузка. И при этом все равно устройство, вентилятор не включается, устройство работает тихо. И тоже скажу вам про нагрев. Нагревается оно устройство очень слабо. Поэтому в плане работы, эксплуатации это очень хороший вариант. Вот давайте буду отключать, потому что с таким нагрузкой батарея быстро разрядится. Так, давайте здесь покажу. Да, видите, 930 Вт показывает. Все, отключили.
Так, отключили. Снова посмотрим на экранчик. Да, ну видим. Вот, давайте его... Так, чтобы еще поэкспериментировать, показать, как работает USB. Ну, я думаю, что с USB все понятно, да? Нету смысла показывать, это мелочь. Давайте выключаем наше устройство. Все. Ну что ж, вот я вам показал это устройство. Резюмируя, скажу, что инвертор замечательный. Лично мне он очень понравился. Я рекомендую его к покупке. Это устройство будет применимо в квартире. Там, как я уже говорил, дачный загородный поселок, выезды на природу можно использовать классно. Он относительно дороже, чем другие представители инверторов такого же класса, да, скажем, но он себя полностью окупает своей мультивольтажом, ну, 12-24, бесшумностью работы, мощностью, которую он выдает, не знаю, дизайном, удобным индикатором, наличием двух розеток, то есть устройство, в общем, классное. Ну что ж, надеюсь, что вам видео понравилось, поэтому прошу вас поставить лайк и подписаться на мой канал. На этом спасибо, всего хорошего, до свидания, до новых встреч.